Всем привет, с вами Вандалей, и я продолжаю изучать No, I'm Not a Human. В игре оказалось гораздо больше секретов, чем сперва казалось. Нашлись и очень тонкие культурные отсылки, и еще одна пасхалка на Сталкер, и даже поговорим об одной лютой польской крипипасте. В общем, запирайте двери, проверьте подмышки, и мы начинаем. Просто замолчи и покажи мне свои подмышки. Подмышки? В главном меню мы никогда не видим глаз и рта вот этого персонажа. Они всегда перекрыты. И вот изображение из файлов. Пиво Бобер Черни. Это пасхалка-отсылка на игру Дыра, инди-хоррор 2024, в котором как раз было именно это пиво. Разработчик игры Бобер Брос, братья Бобры. Именно поэтому в рекламе пива по телеку упоминаются некие братья, открывшие свою пивоварню. Это такая еще более явная отсылка. Насколько я понимаю, разработчики Треосказ и Бобер Брос хорошие друзья. Вот Треосказ поздравляют своих коллег с релизом Дыры. А вот подходим к холодильнику, в котором лежит то самое пиво. И прямо на хладосе аватарка того самого человека, на основе которого было сделано вот это изображение тестового персонажа, которое я показывал в предыдущем видео. То есть, видимо, это именно разработчик Бобер Брос, а не разработчик No, I'm Not a Human, как я думал раньше. Интересен и отрывок телерепортажа, выложенный в Дискорде гифкой, но в игре такого нет. Здесь показан дом нашего героя снаружи. Интригующе. До чего уж там, в летнем трейлере на Gamescom показывали вообще выступающего по телеку культиста. Но, я так понимаю, этот контент создан именно для промо, а в игре его показывать, наверное, и не планировали. В предыдущем видео я показывал вам, какие книжки стоят у главного героя, и с тех пор мне удалось найти еще одну. Вот эта белая обложка, это Тристия, стихи времен Первой мировой войны и Октябрьской революции, поэта Осипа Мандельштама. Причем, судя по всему, это не просто использование случайной книги, а конкретная пасхалка. Книжка еще и обложкой так специально развернута. Дело в том, что пожарный тоже цитирует стихи Мандельштама. Они как подковы куют за указом указ. А еще, если довести его сюжетную линию до конца, он подарит нам ожерелье из мертвых пчел. Ну, как подарит? Этот предмет у нас нигде не появится. Это просто диалог. Казалось бы, максимально странная деталь. Но опять-таки, это метафора из стихотворения Мандельштама. Кстати, пожарный погибает через 5 дней, после того, как мы его впустили. Он попросит у нас последнюю сигарету, откинется и все, просто исчезнет. Однако в файлах есть специальный спрайт его мертвого тела, то есть изначально тело пожарного прямо оставалось лежать в комнате, однако после от этой детали отказались. Занятная деталь, после того, как мы впускаем к себе жильцов, у тех комнат, куда они заселились, приоткрываются двери, и так можно сразу понять, где появились новые персонажи. Ночью разные жильцы издают из-за дверей разные звуки, но больше всего меня прикалывают звуки балерины. Причем она именно плачет, что указано в названии файла. Еще есть файл плача, подписанный как Большой Лебовский. Хз, почему так? А еще в файлах есть звук Санса из Undertale. Следующий прикол, ну точно порадует зрителей моего канала. Один из персонажей, который может к нам прийти, это доктор в халате. Если его впустить, то разговор он будет начинать со слов «Да-да». Это, конечно же, мемное приветствие профессора Сахарова из «Сталкер. Тень Чернобыля». Да-да? По-моему, ну вряд ли совпадение. Кстати, напоминаю, что в игре еще и дробовик из Сталкера, так что интересно получается. Рассказывая о своей работе, доктор скажет, что чувствовал себя скорее пограничником, штампующим документы, и скажет, что помогал людям сбежать, что, конечно же, отсылает к геймплею Papers, Please, разумеется, повлиявший на игры по типу No, I'm Not a Human. А при создании его образа было использовано фото некого австралийского ветерана. С персонажем кассиршей связана первоапрельская шутка от разработчиков. А именно, фанатам был обещан симулятор свиданий. Да, я хочу быть твоим человеком. Дата выхода, когда взорвется солнце. Кстати, кассирша, кажется, единственный персонаж, у которого совпадают все признаки гостя. И если оставить ее на пару дней, она сама поймет, что и есть гость. Необычная прическа министра, возможно, вдохновлена прической реального политика Бориса Джонсона. Кто знает. После того, как город начинает гореть,
выполнить, вы получаете достижение «Сиди и смотри», которое, конечно, аллюзия на название фильма «Иди и смотри». По сюжету в городе вообще происходит полный жестяк, подробности которого можно узнать от учительницы. Кстати, если вы не в курсе, то если довести ее сюжетную линию до конца, чтобы ее не убили, не забрали, то нас ожидает очень печальный финал. Балетку тоже не спешите убивать, и будете награждены прекрасной сценой. Как мы пытаемся убить Балетку, а она, так сказать, танцует. За окном коридора в одной из ночей появляются двое сотрудников КЧС, которые будут смотреть на повешенный труп. Цитата: «Как два детектива, пытающиеся понять, как он туда залез». И это буквально отсылка к ситуации из Disco Elysium. Персонаж с зашитым ртом очень примечателен. Не только манерой речи, но и как ее передали в разных переводах. В русских текстах очевидно, все буквы набраны на английской раскладке. То есть достаточно посмотреть на клавиатуру и увидеть, какая русская буква на клавише соответствует английской. Зато для англоязычных игроков такой возможности нет, и пришлось выкручиваться. Поэтому для них тексты зашифрованы шифром подстановки, когда каждой букве соответствует буква с конца алфавита. A, Z, B, Y и так далее. Так что англоязычному игроку расшифровать текст будет нелегко. Зато во французском переводе все в разы проще, чем в английском и русском. Тут изменили некоторые буквы, но при этом читаются слова вообще без проблем. Просто в Ж, Н, теперь буква Э заменена на А, получается Жана, ну понятно, что имеется в виду. В слове рьян вместо И, Y, но опять-таки понятно, что имеется в виду и так далее. Загадочный дедок, с которым связана грибная концовка, дает нам страницу из некой книги «Учебник улыбок». Стоит загуглить это словосочетание и выяснится, что так называется польский веб-хоррор, стилизованный под обучающие видео из 90-х. А по факту это крипипаста в стиле абсурдизма. Посвящена эта крипота девочке Агате и стране грибов. То есть вся концовка про страну грибов — это отсылка именно к этому сюрному творчеству. Первая серия буквально посвящена яблоку, типа как правильно его есть. А для получения грибной концовки в игре как раз в том числе надо съесть яблоко. Кстати, в конце октября вышел патч, после которого концовку о стране грибов больше нельзя получить при первом прохождении, только при повторном, потому что все-таки это не основная, а по сути шуточная концовка. Этот дедок еще и говорит: «Помни, грибы не то, чем кажутся», что в свою очередь отсылка к знаменитой фразе из Twin Peaks. Совы не то, чем они кажутся. Персонаж без ног в файлах подписан как Саня. А стоп, это же еще один персонаж на основе Александра, того самого человека. Правда, надо присмотреться, чтобы узнать. Персонаж в бандане назван в файлах Раскольников. Вот исходный референс. Справа разработчик Никита Ветер. Когда мы заходим в комнату, сцена за нашей спиной перестает отрисовываться. Присмотритесь к правому краю. Когда вы ходите из кухни, можно заметить, как вместо черноты начинает отрисовываться коридор. Спрайт вдовы создан на основе кадра немецкого фильма «Осткройц». Можно даже найти такие атмосферные эдиты с кадрами из этого фильма, включая тот самый. Если довести сюжетную линию вдовы до конца, то она покажет нам фотографию со своим мужем, и мы получим достижение. Насколько я понял, само фото — это изначально фанарт. Вот прочие работы того же авторства, которые в игре уже не задействованы. Выглядит очень классно, на все 100 в духе игры. Один из самых необычных персонажей — мальчик в желтом дождевике, который никогда не заходит к нам, говоря, что перепутал дом, так как это не тот запах и не тот голос. И это персонаж-отсылка к еще одному инди-хоррору. Причем нет, речь не про Little Nightmares, как некоторые могли подумать. Это отсылка к вышедшей в августе 25-го Static Dread The Lighthouse. Причем эти игры вообще напоминают друг друга по духу и буквально содержат кросс-отсылки. Ведь в этой игре есть просто какие-то напоминающие друг друга персонажи, охотник, культист, а есть буквально бледный человек. Вот этот персонаж напоминает Виталия Наливкина, пародийного персонажа-чиновника. При этом спрайт тела напоминает мемного мафиози, хотя прямого сходства между изображениями нет. А в файлах персонаж зовется Волкодав. Кстати, на ауре у него будут светящиеся глаза, что бы это ни значило. Но самая прикольная аура у балерины. На ней она танцует, что удивит и саму балетку.
Очередная отсылка-цитата, про которую мне часто писали в комментариях. Бледный чел отсылает к строчке одного хип-хоп-исполнителя. Все, что мне совесть оставит, я бы заел и зубами. Причем второй раз такая отсылка встречается, когда мы просим балерину показать зубы. Когда мы прошли игру, начинаются титры, и анимация на их фоне имеет максимально емкое обозначение в файлах. В ресурсах есть два варианта телевизора. Этот используется в игре, а этот нет. А вот скриншот из ранней версии игры, как раз с этим старым вариантом телевизора. Интересная деталь. В первые дни предсказатель шире, чем в последующие. То есть его ухудшение здоровья показано в том числе тем, что он становится более тощим. Связанная с котом анимация и его спрайты называются в файлах напердиш или напердыш. Короче, видимо, прозвище кота. Наконец, вот так выглядит наша спальня, а точнее ее задник, без кровати и телевизора. Ну что же, на этом второй выпуск подошел к концу. Если я что-то упустил, то обязательно пишите в комментарии. А если было интересно, то оставайтесь на канале, ждите будущие ролики и, конечно, смотрите уже вышедшие. На канале куча всего интересного. Ролики выходят каждую неделю. А с вами был Вандалей. Все тайное станет явным.